Софи заметила этого кота на улицах Монреаля случайно, хотя затем ей казалось, что так и должно было быть, будто сама судьба привела ее именно в тот переулок в тот самый день. Она шла по своим делам, ни о чем особом не думая, когда краем глаза увидела темную тень, быстро проскользнувшую под припаркованный автомобиль. Сначала она решила, что это обычная уличная кошка, которых в городе, особенно зимой, было немало. Но стоило ей присмотреться, как сердце сжалось, этот кот был настолько худ, грязен и истощен, что даже невооруженным взглядом было видно, ему отчаянно нужна помощь людей. Его шерсть висела неровными свалявшимися клочьями, задние лапы подкашивались, эти глаза. Его взгляд мог попросту разбить сердце. В них было столько боли, страха, смирения и тайной надежды, что Софи не смогла пройти мимо. Казалось, что невозможно найти более несчастное животное во всем Монреале, да и, может быть, во всем мире. Она подошла ближе, не делая резких движений, чтобы не напугать кота. Но тот сразу отскочил и скрылся за мусорными баками. И тогда идея помочь ему превратилась в твердое решение. Она должна спасти этого кота и изменить его жизнь, иначе он просто не переживет еще одну ночь на улице. Вот только для этого нужно было поймать его, а это оказалось невероятно сложной задачей. Этот кот очень боялся людей, его реакция была мгновенной и резкой, словно в любой момент он ожидал удара или пинка. Видимо, в его прошлом люди оставили глубокий след, и он явно был не из приятных. Софи начала приносить еду в то место, где она впервые увидела кота. Она надеялась, что он привыкнет к ней, поймет, что она не причинит вреда. Но кот держался на расстоянии. 3 недели он избегал ловушек, которые женщина ставила, не тех, которые причиняют боль, а специальных вольеров клеток, где дверь захлопывается после входа. Он каким-то образом каждый раз умудрялся забрать еду, не попавшись. Иногда камера наблюдения фиксировала, как он осторожно, почти умно, лапой вытягивает кусочки изнутри, а затем исчезает в темноте. Он отчаянно не доверял людям, но и жить на улице ему с каждым днем становилось тяжелее. Наступали холода, ночи становились все более пронизывающими, и даже самый сильный и опытный уличный кот едва выдержал бы такие испытания. Но голод — враг, перед которым не устоит ни одно живое существо. И однажды, когда терпеть его стало невозможно, кот все-таки вошел в вольер с едой. Дверца закрылась за ним, и он сначала даже не понял, что произошло. Но Софи уже была рядом. Она тихо накрыла клетку одеялом, чтобы кот не видел окружающего и меньше боялся, и осторожно понесла его к машине. Софи отлично понимала, что после стольких испытаний этот кот нуждается в особом уходе. Она обзвонила все ближайшие приюты, но везде ей отвечали одно и то же — мест нет. Зима — тяжелое время, и многие животные нуждались в помощи. Тогда она решила действовать сама и отправилась к ветеринару. Ветеринар осмотрел кота, обработал раны и сбрил огромные сбитые комки шерсти, которые уже причиняли ему боль и мешали двигаться. Увидев, в каком состоянии находится животное, врач лишь покачал головой. По его словам, кот очень долго страдал и жил в условиях, несовместимых с нормальной жизнью. Ночевать кот отправился к девушке. Она постелила ему мягкое одеяло, поставила свежую воду, теплую еду и тихонько отошла, чтобы он не чувствовал давления. К ее удивлению, кот, хоть и был встревожен, почти сразу лег на одеяло, свернувшись в тугой клубочек, уснул. Вероятно, впервые за очень долгое время он почувствовал себя в тепле и безопасности. На следующий день Софи позвонили из организации Schattens Orphelins Montreal. Кто-то из ветеринаров передал им информацию о найденном коте, и они предложили свою помощь. Работники центра сказали, что смогут вылечить кота и позже найдут ему новый дом, любящий и безопасный. Из-за определенных жизненных обстоятельств Софи не могла оставить котика у себя навсегда, как бы сильно ей этого не хотелось, поэтому она согласилась передать его в надежные руки. У него были боевые шрамы по всему телу и крупный абсцесс на щеке. Его уши были обморожены, а это значит, что минимум 1 зиму он провел на улице, рассказывали сотрудники Центра спасения, осматривая кота. Софи спасла его буквально вовремя. Еще 1 зиму на улице он бы точно не пережил. Работники центра дали ему имя Пьер. Позже ветеринар определил, что ему примерно 4 года.
Для уличного кота это уже серьезный возраст, учитывая постоянные опасности, голод, болезни и травмы. Первые дни Пьер был невероятно стеснительным, он избегал взглядов, прятал мордочку, пытался спрятаться в любом укромном месте, которое находил. Он был в шоке от таких резких перемен в его жизни, рассказывали волонтеры. Улица оказалась очень сложным местом для него. Он потерял несколько зубов, получил множество шрамов, обморозил уши. Но при этом он оказался удивительно сильным котом. Не желая еще больше травмировать животное, сотрудники не оставили его на ночь в приюте. Одна из волонтеров предложила взять его к себе домой, чтобы обеспечить спокойную и безопасную атмосферу. И то, что произошло дальше, удивило всех. Всего за 24 часа в окружении любви и заботы он впервые расслабился. Он перестал дрожать при каждом звуке, начал исследовать комнату, а вечером, к огромному удивлению волонтерки, забрался ей на колени, свернулся калачиком и тихо замурлыкал. Это был его способ сказать «спасибо». Пьер оказался большим и сильным котом, весом около 7 килограммов, но в душе он оставался маленьким напуганным котенком, который всю жизнь ждал момента, когда его наконец-то поймут и полюбят. За несколько недель, которые он провел у своей новой приемной мамы, он полностью раскрылся, стал ласковым, доверчивым, невероятно нежным. Он радостно выбегал встречать ее, когда она возвращалась с работы. Он любил лежать у нее на коленях, спать рядом, тереться мордочкой о руки, словно стараясь наверстать все то тепло, которого ему так долго не хватало. «Этот грустный кот превращается в самое счастливое существо на Земле», — говорила волонтер. Он стал настолько общительным, что если начать с ним говорить, он обязательно что-то ответит, пусть даже это будет смешное, хрипловатое «мяу». Он словно снова учился быть домашним, счастливым, спокойным. 2 месяца спустя волонтерам удалось найти ему новый дом. Долго подбирали подходящую семью, не просто людей, которые хотят кота, а тех, кто поймет Пьера, полюбит со всеми его особенностями, травмами и прошлым. «Мы сумели найти для него идеальную семью», рассказывали сотрудники центра. И действительно, когда Пьер впервые оказался в своем новом доме, он будто сразу понял, вот оно, его место. Теперь в его глазах не было ни тени страха, ни печали. Там светилась только благодарность за спасение, теплая привязанность и спокойствие. И лишь отсутствующие кончики ушей и едва заметные шрамы на мордочке будут напоминать о том, через что ему пришлось пройти, и о том долгом пути, который привел его к счастью. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!